Оля, ты сама виновата в своей жизни. Иди вот на ту сторону. О том, что тебя выгоняет Вот, Максим. иди на Он ту прав. сторону. Сколько Иди. ты сменила мужиков за Иди. последнее время? Иди на ту а? сторону. У тебя каждую неделю новый мужик. Надежда, вы знаете, у меня к вам один вопрос. Единственный, вот больше, а все остальное от вас слушать не хочу. Вы помело за кулисами оставили? Не поняла. Помело, ну, ступу, помело за кулисами оставили? То есть? Если кто-то хочет увидеть, как выглядят ведьмы, вот, это вы. Ну пусть я буду ведьмой. А она какая? Она какая? У нее каждую неделю мужик, вы можете понять. Я напоминаю вам, это ваша дочь, точка. И что я должна с ней сделать? Что я должна с ней сделать? Во-первых, Она меня не закрыть слушает. свой рот. Это раз. Еще хоть одно слово ты скажешь про свою дочь здесь, ты вылетишь из этой студии. Услышала меня? Тот факт, что вы сдали тест ДНК, и мы его провели, что бы он ни показал, Да. да, он никакого значения для закона не имеет. Вы никогда не сможете ничего сделать с тем фактом, что ваш погибший сын считается отцом Дианы. Точка. Это вы можете для того, чтобы прийти к нему на могилку и сказать: правильно чувствовала, Ну, хоть сердечко это. твое, не твоя эта девочка. Да. Но выплаты вам придется с ней поделить пополам все равно. Вы это понимаете? Нет, она Нет. этого не понимает. Она хочет Лариса всё Абрамовна, закапать. вы же этого не понимаете. Вы думаете, что тест ДНК сейчас решит эту И проблему тогда с нам Дианой. говорит, что нам деньги нужны. Это вот Смотрите, ей тут надо две все отобрать. истории. Это Во-первых, ей деньги нужны. Значит, поскольку есть результат теста на отцовство, выделенный из биологического материала отца, необходимость тестирования ДНК бабушки отпала. В каком случае? Только в том случае, когда результат тестирования показал 99 и 99 в периоде того, что это ваша внучка. Вот так вот. И она теперь ее хочет себе забрать. А что ж ты говорила, что он Держите, нет, бесплодный, стоп, а? стоп, давайте так. Я вот мне сейчас, дайте, вот пожалуйста. реально, я бы сейчас кинулся на вас, просто со всей Да. яростью, которая во мне скопилась, меня сдерживает одно. Вы все-таки какая-никакая, там, получилось у вас, не получилось, но вы мать героя. И это единственный фактор, который и меня, думаю, и других в этой студии сдерживает. Потому что так, если говорить честно, вы человек несносный совершенно, абсолютно невыносимый. Ну, на И самом- живущий до только этого. ради себя. До свидания. Довели Всё, до хватит, этого. надоело. Тогда Надоело, никто не будет хватит. получать никто деньги. Они Почему? останутся государству. А почему это? Все, а я отказываюсь. Ну, я, так не вы- я документы дальше не продвину. Послушайте, Не нет. продвину. Господи, Все, да она же не все, понимает, 12 что говорит. миллионов Давайте пускай так. гуляют. Все, Давайте все, так. им не будет. Сколько они Нет. Это не вреда. вам решать, кому и какие выплаты будет давать государство. На вопрос на мой, как ты относишься к бабушке Ларисы, ну уж, поскольку мы говорим правду, была вытащена карта Бабы-Яги. Как Баба хорошо, а. Яга. 3 на года мой- не а видала, почему? Я бабушка говорю, ну а Яга. почему Баба Яга? Ага. А она меня терпеть не может с самого детства. Был ответ. Обалдеть, вот И со поэтому. слов девочки, бабушка ее называла Змеюка. А папа никогда не сомневался в отцовстве. Вы сейчас две дурочки. Тебя я до 5 лет ростила. Потом не мыгыкай. Дебилка ты несчастная. Да. И ты, дебилка, тоже несчастная. Да. Вы что здесь плетете, а? Вы оба. Вы что здесь-то Вы плетешь? оба. Давайте, Галина чтобы я Анатольевна. спесь с вас чуть-чуть сбила, спрошу, сколько времени вы на свободе находитесь? В 2003-м я судили меня. Сколько В дали? 2008-м я освободилась. Условные мне дали. Мне прописки не было. мне 5 где лет было. вы просидели в тюрьме. За что? 228-я. Я вот это вот кормила, в Кемерово их взяла. И я на всех их работала одна там в То есть вы Кемерово. наркотики продавали? Нет. А что вы Мне делали? пришлось у цыгане работать. А цыгане подставили, положили какую-то вот такую белую у меня в сумочку. Конечно, подставили. Конечно. Тебе не стыдно, а? Мне не- Мразь ты. Да Мне не отстань от стыдно. моих детей. Ты восстановись. Ты слушай, ты вообще какое восстановись. имеешь право
решать, Это как ты. кто ты такая-то, ты, Мымра? Наташ, знаешь, мы нищие, да, я понимаю, но тебе не дает повод так поступать с родной сестрой. Ты нас поливаешь грязью, а сама ты какая? Ты сама какая? Это вы сейчас своей дочери говорите, на секунду. Вот. Так она такая, почему? Потому что я не дала ей того, что надо, это, как ее, своих родных любить, и это. Она всю жизнь такая. У ней привычка, такая? все для нее, Почему чтобы вас... было. Сядьте рядом с дочерью, Господи, пожалуйста. значит, это единственный человек в вашей семье, которому повезло, точка. Когда я в первом классе училась, мы учились еще в обычной школе. Там обучались детдомовские дети. И чтобы вы понимали, я была ими бита, и меня обзывали бомжихой, потому что я всегда была грязная и с овшами. И мой классный руководитель Нелли Александровна. Это когда ты была грязная и вшивая. Нелли Скажи. Александровна обратилась в ПДН, и благодаря им нас определили в интернат. Меня, Не ври, младшую мою не сестру ври. Татьяну Что и ты Аню. врешь? А что ты убегаешь-то, а? Да ничего, Не потому стыдно? что врет она. А тебе не врет. стыдно? Мне не стыдно, Тебе мне не помочь стыдно? некому. Я одна была с ними в Папа Петерме. зарабатывал по 200 тысяч, куда ты их все девала? Какие 200 тысяч? Так. Гадкая, Как вот не мразотная. стыдно, сидишь и просто, вот Ирина. просто поливаешь Мразь. грязью, Ирина. нагло врешь. Мразь Аня, Ирина. полная. В этой студии была одна готовая ведьма. Я ее выгнал, изгнал, можно сказать. Есть заготовка ведьмы, это вы. И есть фея. Да в том-то и дело, что фея и ведьма – это всегда одно и то же. Конечно. От феи до ведьмы один шаг. Вы тоже можете стать феей. Все в ваших руках.